Друзья, как вы знаете, титулы Лиги AMC разыгрываются в турнирной сетке, а турнирная сетка, в отличие от армфайта, редко дает право на второй шанс. Цена ошибки в сетке на порядок выше. Но даже в таких сложных условиях наши герои умудряются как-то проскочить. И давайте сегодня с вами вспомним некоторые из таких поединков, которые произошли на турнирах Лиги AMC. Давайте начнем с противостояния Бекетов Беридзе и Дзамбулата Цариева на 5-м турнире во Владикавказе. Там все складывалось вообще ужасно для Дзамбулата. И вот чем дальше, он еще сильнее меня удивлял. Он проиграл абсолютно все. Он должен был проиграть, он просто обязан был проиграть. Но вот характер, на котором он его вытащил, этому диву даешься. В общем, чисто на характер он перетерпел, передержал. Все, что он выдержал, это невозможные мучения для нормального человека. Следующий поединок из нашей коллекции тоже произошел в Владикавказе на 5-м турнире Лиги AMC. Но ставки там были намного выше, потому что сейчас речь пойдет о финальном поединке в 85-м дивизионе между Сарматом Дигуровым и грузинским рукоборцем Валико Ичкити. Так вот, Сармат в том финале выиграл, а мог и проиграть. Первый раунд был... Они зацепились прямо на старте, и в моменте Сармат начал проигрывать кисть. И сделал тактический фол, поднял локоть. Но это было прямо на стартовой позиции, поэтому это никак не наказывается, кроме фола. Дали фол, а дальше все пошло четко. Он выиграл кисть и выиграл поединок. Но давайте заглянем немного в прошлое, на 3-й турнир Лиги AMC, где в схватке встретились Алан Зелоев и Эмиль Амиршадян, показавшие уровень своего мастерства. Ну, там точно был срыв? Или там можно было дать победу? Ну, я был в этом турнире. Допустим, на любительских наших соревнованиях, скорее всего, можно было дать победу. Там была установка для пользы зрелищности. Пока не будет касания, не будет проекции, поединок идет. Но даже в любительских, если они зацепились, это не проигрыш. Если бы это было в касании срыв около подушки, можно было дать. Так что 99,99 это была справедливая борьба и справедливая оценка рефери.
Я не думаю, что даже если бы дали Эмилию победу, не думаю, чтобы отразилось на итоговом месте Алана. Алан бы все равно выиграл. Но судьба самого Эмилия бы сложилась по-другому. Ведь по большому счету он единственный, кто нагрузил Алана и не попал даже в тройку. Ну да, конечно. На итоговый результат это никак не повлияло, но то, что он мог выиграть один поединок по Алану, это да. 100%. Друзья, напишите в комментариях к этому видео свои варианты похожих поединков. И да, напоминаю, что 6-й турнир Лиги AMC пройдет 23 декабря в городе Москва.